Когда я в тот день вышел на прогулку по деревне, я и не думал, что совсем скоро моя жизнь чуть изменится. Был солнечный полдень, легкий ветер колыхал высокую траву вдоль обочины, где лапы кошек оставляли редкие следы. Я шел, наслаждаясь тишиной, и вдруг увидел маленькое желтоватое пятнышко, лежавшее у старой машины. Это была крохотная собачка, тонкая, с глазами, такими теплыми и доверчивыми, что я не смог отвести взгляд. Я — любитель животных, и в такие моменты всегда стремлюсь запечатлеть милость природы. Достал телефон, сделал несколько снимков, задумчиво улыбнулся. И только потом заметил, что собачка не на привязи и не чья-то. В нашей деревне бездомные собаки встречаются часто. Здесь привыкли к свободному выгулу, и многие псы ходят сами по себе. Тогда я не придал этому большого значения и пошел домой. Через несколько дней я снова проходил по той улице и снова увидел ту же желтую собачку. На этот раз она лежала у машины так же спокойно, но выглядела хуже. Шерсть была грязной, тонкое тело заметно истощенным. Но, несмотря на видимую усталость, она подошла ко мне сама, потерлась о мои ноги и тихо запустила голову под руку, умоляя погладить. Ее доверие было столь простым и нежным, что я почувствовал, как что-то теплое расплавляет мою сдержанность. Я расспросил местных и узнал, что это бродячая собака. Она часто гуляет возле домов, у кого-то берет еду, но никто ее по-настоящему не приютил. Люди проходят мимо, у каждого свои заботы. Я погладил ее несколько раз, а она, как будто в знак благодарности, последовала за мной домой. У ворот она остановилась, не вошла сразу. Я позвал ее, и она осторожно ступила во двор, все еще настороженная, но уже более расслабленная. Солнечные лучи падали на ее желтую шерсть, делая ее почти золотистой. Она устроилась в уютном уголке и скоро уснула, доверчиво свернувшись клубочком. Утром она снова пришла. Вглядываясь в ее худое тело и в запутанную шерсть, я понял. Без помощи ей не обойтись. У нас в деревне не было ветеринарной клиники, поэтому я собрался отвезти ее в город. Я аккуратно посадил ее в бумажный пакет, но через пару минут она высунула голову и устроилась у меня на коленях, словно чувствуя, что рядом человек, который не причинит вреда. Во время долгой дороги она уснула, спокойно положив голову мне на колени. В городе ветеринар провел полный осмотр. Диагноз был по-детски прост: легкое недоедание и глисты. Ничего смертельного, но требовалось лечение и уход. Я выписал лекарства и пообещал заботиться. На обратном пути я уже не держал ее в пакете. Она засыпала на моих руках, а я думал о том, как будет выглядеть ее новая жизнь. Дома первое, что я сделал, приготовил еду. Она съела все с аппетитом и жадно пила воду, словно возвращаясь к себе. Позже, играя с ней, я невольно засмеялся и заплакал одновременно. Она перевернула стакан с водой, и вода пролилась по столу. Это было так по-детски мило. Я заметил, что она постоянно чешется. Мы решили купать ее. Во время купания собачка была удивительно послушна. Не визжала и не вырывалась, только глаза выражали легкую тревогу, которую теплая вода постепенно смывала вместе с грязью. Под струями воды мы нашли множество блох и клещей, и когда мыльная шорстка смылась, стало видно, насколько она была худой. Ребра проглядывали под тонкой кожей. Мама разрезала старый свитер, половину использовала как полотенце, а из другой половины сшила маленькую кофточку. Она идеально подошла, и когда я натянул ее на собачку, она немного затряслась и сразу прижалась ко мне, благодарная и уязвимая. Мы осторожно просушили ее феном. Ее лапки были покрыты трещинами от долгих прогулок по гальке и асфальту. Я думал о том, сколько ночей она провела под дождем, сколько раз ей приходилось прятаться от холода.
После долгого дня забот она уснула в моих объятиях. Я аккуратно положил ее в гнездо из пенопласта, и через пару часов она проснулась, зевнула, а затем немного неуклюже вышла из коробки, чтобы найти укромное место. Я подумал, что она может уйти, но она просто нашла уголок, чтобы справить нужду, и вернулась. У нас в доме недавно родила кошка, и она была весьма агрессивна по отношению к новому гостю. Кошачья материнская ревность, что логично. Поэтому первое время малышка оставалась во дворе, но это совсем не мешало ей ценить наш дом. Я дал ей кличку Малышка, и это имя словно соответствовало ее природе. Каждый день она все больше становилась частью нашей семьи. Когда я загорал во дворе, она тихо лежала у моих ног. Она, маленький шарик жизни, вызывала во мне теплые чувства. Но в один момент возникла серьезная дилемма. Через полмесяца мне предстояло уехать в город на продолжительную работу. Я колебался, брать ее с собой или искать, кому доверить. Я спросил мнение своего парня, и он без колебаний сказал, что рад принять ее. Тогда я понял одну простую вещь. Для нее важнее не условия, а быть рядом с теми, кто ей дорог. В день отъезда мы собрали вещи малышки и посадили ее в машину. Она выглядела взволнованной, но доверчивой. Долгий путь утомил ее. Она свернулась на соседнем сиденье и уснула. Новый лежак еще не прибыл, поэтому парень соорудил временное гнездо из коробки. Я дал ей сладкий картофель в качестве игрушки. Она с ним играла как с самым ценным даром. Через несколько дней пришел новый лежак, и малышка радостно забралась в него, крепко уснув. Как только мы нацепили новый поводок, мы впервые вывели ее на прогулку по городской улице. Ей было около 3 месяцев. Зубки менялись, любопытство было неиссякаемым, и даже опавшие листья становились для нее сокровищем. Когда пришло время возвращаться домой, она вдруг уперлась, села на землю и не шевелилась. Под ее послушной внешностью скрывалась озорная душа. Вдруг появившийся строптивый характер заставил нас хохотать и тянуть ее под ручку. Отношения с парнем развивались быстрее, чем я ожидал. Через несколько дней он уже гулял с ней сам, и малышка доверяла ему так же, как мне. Она бегала вокруг него, вилял хвостиком, а я смотрел и улыбался, чувствовал, что совершил правильный выбор, взяв ее с собой. Жизнь в городе наладилась. Утром малышка аккуратно сидела у двери, ожидая прогулки. Маленький сад у дома стал ее личным раем. Она носилась по нему, исследуя каждый кустик. Соседи узнавали ее и говорили теплые слова о том, как умна и мила эта собачка. Благодаря ей я познакомился с людьми, у которых тоже были питомцы. И эти новые связи сделали наш город чуть теплее. Время шло быстро. Малышка росла, и из худого щеночка становилась крепкой, озорной собачкой. Ее шерсть стала ярче, и в ее глазах всегда сиял свет. Мы брали ее в разные места, гуляли по паркам, ездили за город, изучали новый мир вместе. Я купил ей много одежды, но одежда, сшитая мамой из моего старого свитера, всегда оставалась самой любимой. Когда она надела обновленную версию, идеально подходившую по размеру, это выглядело так трогательно, что я невольно щелкал фотоаппаратом снова и снова. Иногда она шалит, грызет поводок, устраивает беспорядок в гнезде, вводит нас в смех и легкое раздражение одновременно. У нее была странная привычка не есть из миски, а подбирать еду с пола. Однажды она промочила диван и, будто понимая свою вину, тихо вернулась в свое гнездо и подняла огромные влажные глаза, которыми можно было бы растопить лед. Мы не ругали ее. Кто осмелится ругать такое лицо? Иногда малышка грустила, когда мы уходили на работу. Она тихо поскуливает у клетки и слегка грызет прутья, будто протестуя против нашей отлучки. Но достаточно было достать лакомство, и она вновь расцветала, ее эмоции открыты и чисты, как детская душа. Той зимой в нашей деревне выпал большой снег. Я надел на нее теплую курточку, и мы вышли на прогулку.
Возможно, это был первый ее опыт со снегом. Она начала прыгать и скакать, оставляя на белом ковре маленькие следы, похожие на цветочки. Ее нос покрывался снежинками, а она весело бегала по двору, и я смотрел и думал, что мир стал добрее от ее смеха. Мы даже встретили аляскинского маламута. 2 собаки с радостью поздоровались, и этот момент запечатлелся у меня в сердце как одно из самых ярких воспоминаний. Прошло время. Вспоминая день нашей встречи, я понимаю, это был подарок судьбы. От случайного взгляда до того, как я взял ее в свою жизнь, прошел путь доверия и заботы. Малышка изменила не только ее судьбу, но и мою. Я стал внимательнее к миру, к людям вокруг, к мелочам, которые делают жизнь полнее. Она научила меня безусловному доверию, простоте радости и тому, что счастье часто прячется в обыденных вещах, в луче солнца, в падающем листе, в мягком сне у дома. Мы проживаем дальше. У нас еще много планов и дорог. Но я знаю одно. Пока малышка рядом, дом полон света. Ее маленькое сердце бьется в ритме нашей семьи. И это дар, который я храню ежедневно. В прогулках, в смехе и в тихих вечерах, когда она прижимается ко мне, и мир кажется на удивление простым и добрым.